Велосипедист перші 4 секунди рухався із стану спокою з прискоренням 1 метр в секунду в квадраті. А потім 0,1 хвилини їхав рівномірно. Останні 20 метрів, поки не зупинився, рівно сповільнено. Обчислити середню швидкість за весь час руху, побудувати графік V по T. І так, T1 равно 4 секунди і A1 равно 1 метр в секунду в квадрате. Дальше у нас будет Т2 равно 0,1 минуты. Это он ехал равномерно. И останнее С3 равно 20 метров, пока не остановился равномедленно. Определить среднюю скорость на всем пути. Тут нужно нарисовать небольшой чертежик, для того, чтобы было понятно все эти этапы движения. У него получается 3 этапа движения в этом. Первый этап, он ехал 4 секунды Т1 с ускорением А1 равно 1 метр в секунду в квадрате. И состояние покоя. Дальше он ехал равномерно. Т2 равно 0,1 минуты. И останние 20 метров, это третий, он ехал равно замедленно. Среднее равно все расстояние разделить на все время. Все расстояние, которое здесь, разделить на все время. Надо сложить все эти интервалы расстояний, посчитать S1, посчитать S2. S3 уже известно. И время, конечно, нужно посчитать еще T3. Потому что уже времена известны, а тут неизвестно. Можно посчитать расстояние S1. S1 равно, поскольку из формулы V0 T плюс AT квадрат надо. В состоянии покоя, значит V0 равно 0. S1 равно A1 на T1 в квадрате, деленное на. Можем сразу подставить, посчитаем, сколько будет расстояние S1. Итак, подставляем. А1 – это 1 метр за секунду в квадрате, множится на 4 секунды. 4 секунды в квадрате – это будет 16 секунд в квадрате, делится 2. Секунды в квадрате сокращаются, получается 1 на 16, получается 8 метров. S1 определить. Для того, чтобы определить S2, поскольку тут скорость равномерна, получается, что на этом интервале скорость постепенно возрастает, и конечная скорость в конце интервала S1 будет равномерной скоростью, которой велосипедист двигается по участку S2. Так нам нужно посчитать, какая же будет скорость в конце интервала S1. В данном случае конечная здесь равно V0 плюс AT. Поскольку V0 в этой точке равно 0, тогда V конечное вот это будет равно просто значению AT. Подставим сюда значение. Посмотрим, во всяком случае тут же работают A1 и T1. Подставим сюда значения, те, которые известны условия. А1 это 1 метр за секунду в квадрате, что множится на Т1. Т1 это 4 секунды. Того получается скорость 4 метра за секунду. На протяжении этого участка скорость, которая приобрели в конце S1, остается постоянно. Напишем, будет V2 равно 4 метра в секунду. Вот это будет значение V2. Теперь, зная о том, что тут скорость V2 равна S2 равно V2 умножить на время, можно посчитать, чему будет равно S2. S2 равно V2 умножить на T2 равно V2 4 метра за секунду умножить на 1/10 минуты. Что такое минута? Если мы превратим в секунды, это 60 секунд. Будет равно 4 метра за секунду. Умножим на 1/10 и множим на 60 секунд. Секунды у нас сократились. Этот 0 сократится с этим нулем. Что мы получаем? Мы получаем 4 на 6, 24 метра. Итак, S2 у нас равно 24 метра. Можем тоже подставить сюда значение 24 метра. Уже посчитали. Теперь, подходя к этому концу S2, скорость вот этого V2 является начальной скоростью для участка T3, где конечная скорость превращается в 0. В данном случае нам нужно узнать, какое здесь будет ускорение на этом участке. Если нам известна начальная скорость, известно, какое расстояние прошел этот велосипедист, и теперь нам надо узнать ускорение для того, чтобы определить потом время. Поскольку ускорение мы можем вычислить из формулы, смотрите, V конечное равно V0 плюс AT. Это стандартная формула. V0 – это начальная скорость, это конечная скорость. Поскольку конечная скорость в данном случае будет равна нулю, тогда просто 0 равно V0 плюс AT. Либо V0 равно минус AT. В данном случае V0 – это вот эта скорость, которую мы имеем в конце второго участка. Но это же скорость V2, нам она известна. Мы можем просто сейчас вычислить отсюда А. А будет равно чему? Минус V0 делить на T. А теперь у нас есть формула, которая основная формула, вот эта формула. Перепишем ее. Будет S3 равно V0 T. V0 – это вот эта начальная скорость. И мы можем указать, что это V2, который мы раньше определили. Что множится на T3 и минус А. Ну, тут будет плюс в конечном итоге. Если мы используем этот плюс, тогда у нас получается вот здесь минус, потом сам себе покажет. Минус V0 делить на T и что множится на T квадрат делить на 2. И отсюда T, это же будет T3. Откроем скобочки и уберем одно из этих T. То есть S3 будет равно V2 на T3 минус V0 делится на T3, умножится на T3 в квадрате
деленное на, убираем 1 квадрат, получаем минус v3 делить на s3 равно v2 на t3. А v нулевое это же у нас v2 минус v2 делить на 2 и множится на t3. v нулевое вот здесь вот используем как начальная скорость, это v2. Итого s3 равно, получается v2 умножить на t3. Итак, мы можем вычислить отсюда, чему равно время. И время t3 будет равно 2s3 делить на v2. 2s3 это у нас что получается? 40 метров делить на 4 метра за секунду. Метры сократятся, секунды пойдут вверх. И то мы получим 10 секунд. Итак, нам известны все расстояния, известны все времена. Расстояние s равно полное, равно сумме всех трех участков. S1, S2 и плюс S3. Так подставим это значение. S1 это у нас 8 метров, плюс S2 24 метра, плюс S3 известно это 20 метров. И равно 52 метра. А теперь касается времени. T равно 4 секунды, первый участок, плюс 0,1 минуты, второй участок, и плюс 10 секунд, это третий участок. И то равно, превратим 0,1 минуты, это сколько у нас будет? Это у нас будет 6 секунд. Итак, 4 секунды плюс 6 секунд плюс 10 секунд равно 20 секунд. Итак, теперь во среднем мы можем найти S, полное S, деленное на T, равно 52 метра, что делится на 20 секунд. Либо равно, получается, 2,6 метра за секунду. То есть во среднее равно 2,6 метра за секунду. График V от T от времени будет выглядеть таким образом. Координата V от T, ось времени, ось скорости. Итак, в течение 4 секунд у него скорость выросла до 4 метров в секунду. Вот этот участок, на котором скорость растет. Это 4 секунды. Затем 0,1 минуты, это 6 секунд. Он двигался равномерно. Скорость не менялась. Как была 4, так и осталась. Являлась начальной скоростью на третьем участке, где он двигался равнозамерно. Получается график изменения скорости велосипедиста с течением времени.